Как долго мы их ждали. Чудесная парочка. Для себя я буду пересматривать этот кадр многие годы, потому что вот оно счастье. Вот столько у нас получилось. Ради этого пройдены сотни километров. Так, всем привет. 4:29 на часах. Мы наконец-то вкатываемся в режим профессионалов, грибников, которые встают затемно и прибывают в лес одними из первых. 29 июля и продолжается охота на дубовые белые грибы. Погнали! Друзья, вот ради чего мы поднимаемся ни свет ни заря и едем в лес. Вот они, дубовые боровички. Чудесная парочка. Ух, сочнейшие. И вот их трогаешь, они такие холодненькие, вытянутые, вот свежие. Прям чувствуется, что вот грибница прям вот наполняется, выпускает свои полезные вещества и рождает такие замечательные экземплярчики. Просто супер находка. А вот и мною первый в этом сезоне найденный боровичок. Вот такой вот красивый, милый, хороший. Какой, смотри, какая ножка у него. Красота. Слева от меня вот дорога, я шел на пару метров вглубь. Грибочки любят расти вдоль дорог. И вот, благодаря тому, что я шел в лесу, а не снаружи, за деревом, вот за холмиком был обнаружен, ох, дубовый боровичок. Вот он, кругленький, холодненький, очень плотный. Супер. Упали деревья, образовался вот такой небольшой подиум. И молодой подберезовик решил показать, сочный. Так, берем. Прогуливались по дорожке, и просто бомбическая находка. 3 боровичка. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой Просто красивый. красота. Бархатистый, сочный, плотный. Так, малыш теперь следом идет. И вот еще один небольшой. Тоже забираем его. Ух. Вот такая троечка попалась. Все, погнали. Вот примерно там мы собирали предыдущие 3. Да, и идем по дороге, прошли люди, но Александру удалось заметить его. Тут уже березовая форма, но офигительная. Класс. Грибочек какой. Нашли путь, сократили и зашли. Ну там еще 2 машины, там они, наверное, знают местные свои эти вот уже грибные места. Да, как бы вот ребята так вообще почти бегом побежали с ведрами, наверное, знают, куда бежать. О, любопытно. А в Тальку, наверное, тоже ездите? Полигон, За грибами Талька. я не езжу, я сама со Слуцка. Я приехала к родителям в гости. Ясно. Просто Ну, в детстве когда-то выросли здесь, все знакомые интересные места. Ну да. Класс. Ну, спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Вы не против, если мы на YouTube вставим? Ради бога. Хорошо, Спасибо. До свидания. Двигаемся в следующее место, до которого идти 3 километра. На машине не смогли, к сожалению, проехать.
Вот, идем проверять второе наше вот такое место с дубовыми белыми грибами. Надежды есть, потому что вот по дорожке что-то попадается, сидит. У меня уже спина выгибается в разные стороны, но мы идем. Спина выгибается. Еще, конечно, был прямой путь километр через речку небольшую. Там трава какая-то жесткая такая, выше головы. Сапоги были с собой, но все-таки решили спокойно дойти. Хотя обычно мы идем напрямик, на абордаж. Но не в этот раз. В этот раз мы идем спокойно. Практически мы подошли к нашему второму месту. Идем, вот тут дорожки такие прекрасные, с дубами, очень много дубов. И издалека, как на столе, вы слышите этот звук? Влажная ножка, крепенькая. Это вселяет надежду, что на нашем месте мы придем и мы что-то, наверное, собираем. Друзья, мечты сбываются, когда ты о них забываешь. Несмотря на то, что это видео планировалось как видео про дубовые белые грибы, мы не можем не показать на то, что мы наткнулись. В предыдущих вот сериях на ютубе, кто не смотрел, мы охотились за лисичками. И у меня вот такая цель, своеобразная была мечта в этом году вот увидеть, как они стоят, когда их никто не трогает. Огромную вот поляну. Вот, ну и здесь мы наткнулись на такое место. Мы вот продвигаемся по дороге, очень много дубов, по обочинам попадаются дубовые боровички. И вот мы наткнулись на метров 50. Просто массово сидят лисички. Ну, наверное, не так массово, как это может быть, но приятный факт в том, что здесь вообще никто не ходил, наверное, последние недели две, потому что, ну вот, невозможно было не заметить вот эти вот. Уже некоторые подсыхают, и она вот открытая сидела, то есть первый человек, кто бы прошел, он бы точно их заметил. Вот, а так они сидят вот такого размера, некоторые подсыхают, некоторые молодые, сходят, вот. Плюс они еще были дальше, наверное, уже дальше мы не будем показывать, или там еще тоже были? Там еще были. Вот, ну здесь были полянки, да, вот, ну да, тут прикольное вот. Прикольное качество под дубами. Здесь вот их не так много, но они вот две, но посмотрите какие. 3, там еще одна. 3, я вот одну даже не заметил. Она, кстати, прижата палочкой. Приятного аппетита, комарика прилетел. Вот, мы прошли вдоль дороги, а вглубь мы заглядывали на метров 10, там они тоже попадаются. Вот, поэтому любопытно так получилось. Получаем огромное удовольствие от того, что прекрасный лес, красивая дорога. И никого не было, тишина, мы только вдвоем. Не считая комаров. Не считая комаров, да. Сейчас мы соберем вот это все, сложим в одну кучу и покажем вам, и сами посмотрим. Мне любопытно, сколько получится. Вот столько у нас получилось с этого места. Прям вообще такое удовольствие. Уже забываешь про усталость, когда находишь такие многочисленные лисички. И идем дальше. Никак не можем дойти к нашему месту. Но вот что мы находим вдоль дорог. А так попадались в основном лисички. А тут такой вот красивый боровичок. И только что, минуту назад, Саша сказал, что мы пропускаем боровиков, и вот и мы его нашли. Более идеально лесная дорога, наверное, не может выглядеть. Вот такой очень взрослый дуб. И прям вот оно просится, чтобы что-то вот стояло. И оно стоит.
подсвечен вот солнышком, немножко тенью. Дубовый боровичок отличного качества. Крепкий. Нога такая большая, плотная. Опа. Вот. Ух. В лучах полуденного солнца. Ну что же, вот мы наконец-то добрались в наше место. Параллельно мы насобирали корзинку лисичек, спрятали ее в лесу. И вот, наконец-то они стоят. Первые боровички. Дубовые, бархатисто-шапковые, ножковые. Сочнейший такой вот, плотненький, жиденький. Вот этот, ну это просто произведение искусства. Вот. Я сейчас медленно попробую вот покрутить его, чтобы фокус ловил. Но это просто произведение искусства. Это, я не знаю, вот ради этого пройдены сотни километров. Вот. И здесь есть еще один, который побольше. Возможно, даже не будем его трогать. Он, скорее всего, будет червивый. Мягковатая уже нога. Вот он такого более уже к взрослому возрасту идет. Поэтому мы будем ходить дальше и искать таких вот более молодых. Так, я обнаружил пленного воина, который застрял вот между маленьких росточков, палочек. Сейчас мы попробуем его освободить. Ох, прям вот нога сидела под этими палочками. Вот он таким вырос. Ну вот это сочненькие, свеженькие, прям очень приятные на ощупь. Вот очень много вот дубов, березки и ряды елок. Вот в таком лесу мы двигаемся. Вот тут вот дуб большой. Так, на этот раз вдоль дороги вот молодые дубы. И маленький грибочек сидит, свежайший. Ох, шляпка бордовенькая, как у соснового боровичка. Так, как бы его это... Ох, вот он, кругляшек. Круглый. По форме как сосновые боровички, вот осенние. Прям класс. Посмотрим, что будет дальше. Друзья, протоколирую этот момент. Для себя я буду пересматривать этот кадр многие годы, потому что вот оно счастье. Мы приезжали сюда, следили, ничего не было. 2 дня назад здесь не было ничего. И вот мы находимся на замечательной дороге дубовой. Мега красивый лес и не менее красивые грибы. Давайте же мы вам покажем эту красоту. Вот, первая парочка у нас сидит. Сочнейшая. Напоминаю, 2 дня назад здесь не было ничего. Вот малыш. Оставляем здесь. Выкручиваем и смотрим, любуемся. Я прям вот ощущаю холод, силу природы. Так. Красный свет. Перейдемте, пожалуйста, на другую сторону. Здесь у нас очередной островок зеленого мха. И вот такой красавчик сидит. Так. Опа. Просто вот сочнейший. Ох, вот этого мы не видели. Класс. Возможно, кто-то из зрителей его заметил, когда я вырывал тот. Но этого мы не видели. Это вот буквально прямо сейчас. Малыш. Малыш, это очень хорошо. То есть они лезут. Одного мы раздавили по центру дороги прям. Сейчас тоже будет отсылочка к людям, которые вот за то, что их надо срезать. Это никак не влияет. Так, я кладу сюда. И мы проходим далее. Ох. Ой, подожди. Лисички. Лисички мы уже не обращаем на них внимания.
Кстати, у меня, если разрядится телефон, мы не найдем точку, где у нас стоит корзина 10-литровая с лисичками. Но меня это уже вообще не волнует, мне просто по барабану. Вот они, два брата. Два брата, просто одновременно мы их. Так, закроем, чтобы грибничка не подсохла. Вот они, свежайшие. Вот они, вот. Так, кладу и двигаемся вперед. Так, где у нас были следующие? Я уже, если честно, не помню. За перекрестком, по-моему, да? Не помню. Так, мы двигаемся за перекресток. Главное смотреть под ноги. Они растут по центру. Так, они растут по центру. Значит, вот наблюдается первый. Наблюдается первый. Скорее всего, 2 дня назад он не был замечен, но он уже был. Вот. Но, как вы видите, вот тот малыш, который мы нашли прямо в прямом эфире, мы там ходили, кружили, любовались теми грибами, и мы даже его не заметили. То есть, когда вот они однодневные, прям очень тяжело. И последний, пока что в этом кадре, на этой дороге, сидит прямо по центру. Сейчас я обгоню. Просто бомба сидит по центру дороги. На машинах сюда иногда можно доехать. То есть вот тут все ходят, топчут, вытаптывают грибницу. И мы уже 10 лет собираем вот на этой дороге. Прям вот такие вот и массово. Просто невероятнейшая красота. Так, пока на этом у нас все. И у нас еще впереди большая часть дороги. Так что это, скорее всего, не последняя. Идем смотреть. Немножко отошли вот вглубь от дорожки. Попался малыш. Это радует, то, что они растут не только около дороги. Оставляется шанс, что они пойдут все-таки массово, и мы еще их пособираем. Александр снимает на дроне. Я тут наворачиваю круги в поисках вот таких прекрасных грибочков. Какой красивый. О, покусанный. Но все же. И очень много лисичек. Уже очень устали. Но домой уехать не можем, потому что нам встречается такая вот красота. Какой красивый. Хороший. Мы идем просто по дороге. Отошли 2 метра, и вот следующий такой. О, красавчик. Такие прекрасные, красивые. Укол адреналина каждые 3 метра. И я получаю очередную дозу. Вот такой. 2-дневный. Обращаю внимание, это все вырастает за 2 дня. Вот тут были желуди. Супер. А вот какая красота здесь. Какой маленький вообще крутой. И это еще не все. Саша сошел с ума, но он пошел в другую сторону. Класс. Все те же прекрасные дорожки и все те же находки. Смотрите. Эх, шляпка изящно. Уже практически заканчиваем. Последние вот 100 метров нам осталось. И, возможно, это последний мой укол. Но и у меня сегодня передозировочка. Так что все хорошо.
Друзья, ну вот мы закончили наш сбор. Результат вы видели предыдущим кадром, где мы на дроне отлетели, заехали на берег замечательной реки Свислочь. Решили сделать бутербродики. Попьем с чаем. Часть грибочков, вот, как вы видите, мы уже поджарили. И сейчас будем тестировать, делать разные виды закусок, или как это называется правильно, бутербродики, в общем. Так что всем, кто кушает в данный момент вместе с нами, мы желаем приятного аппетита. Оливковое масло, extra virgin olive oil. По капельке капнем на батончик. По-моему, где-то я видел, что так делали. Творожный альпийский сыр. Теперь мы берем вяленые томаты. Буквально немножко, потому что они будут падать. Ну что же, друзья, прямо на ваших глазах за 3 минуты были сделаны... 5. За 5? За 5 минут были сделаны закуски ресторанного качества. И прямо сейчас я буду пробовать. Всем приятного аппетита еще раз, если кто-то кушает. Вяленые томаты с сыром. Просто офигенно. Грибов надо побольше, почти не почувствовал. Но в целом после 17 километров по лесу очень вкусно. Сейчас мы нальем чайку, сядем, отдохнем, полетаем на дронах. Всем желаем хорошего настроения, отличных находок в лесах и до новых встреч.